Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 11 по 14 августа 2021 года. Это время растущей Луны в знаке Весы. Время московское. Итак, начинается это время весов при растущей Луне 11 августа в 23 часа 8 минут. Ну, а здесь говорить о посевах и каких-то работах, я думаю, не стоит. Ну, а мы предупреждали вас, что 10 числа нужно хорошо полить растения, потому что далее будет знак стихии воздуха. Поэтому в это время уже все работы завершены и практически готовимся к 12 августа, в котором как раз все сутки будут энергии растущей Луны в знаке Весы, и 13 тоже. Ну и давайте сразу посмотрим еще и завершение, когда выйдет растущая Луна из знака Весы. Это будет 14 в 3 часа 2 минуты. Но с 0 часов, а вернее с предыдущих суток, то есть 13 августа, будет Луна без курса с 23 часов 41 минуты до конца суток. И здесь уже 14 будет отдыхать до времени перехода Луны в знак Скорпион. Поэтому здесь у нас тоже никаких работ не предвидится, зато в знаке Скорпион у нас очень много будет хороших дел. И об этом мы поговорим уже в следующем агрогороскопе. А сейчас будем говорить о тех делах, которые можно делать при растущей Луне в знаке Весы. Посевы. Так как это знак Весы, а Весы это покровитель цветов, то, естественно, можно сеять семена цветов, многолетники, двулетники, кто еще не посеял, сеем на рассаду. Также можно посеять горох в виде сидератов, уже можно в это время. Можно посеять листовую горчицу, крест, салат и шпинат. Вот эти зеленые культуры покровительствуют им Весы. И это можно сделать и 12 и 13 августа. Что касается рассады, мы всегда вот эти две позиции в первую очередь обсуждаем. Можно высаживать рассаду цветов, но во влажную почву. А так как у нас сейчас очень жарко, и во многих регионах сложилась такая ситуация, что продолжаются высокие температуры, и нет возможности заранее увлажнить почву, то, естественно, можете перенести эту посадку рассады именно на время уже Скорпиона, то есть 14 и далее мы вам обязательно об этом расскажем по времени все, что касается Скорпиона. Поэтому, если есть острая необходимость, высаживайте рассаду, но в заранее увлажненную землю. Больше по рассаде никаких рекомендаций нет. Что касается поливов и подкормок, это знак стихии воздуха, а в это время растения заняты дыханием. Поэтому не поливаем растения. Корни начинают гнить, задыхаются от того, что заливаете растения, и желтеют, постепенно погибают. Но, естественно, если нет поливов, то и подкормка не идет во благо. Листья горят, корни горят, поэтому и поливы, и подкормки, смотрите, и 12 и 13 не проводим ни в коем случае. Это повредит только растениям. Наша постоянная рубрика «Комнатные цветы». Ну, цветоводы, никаких особых дел тоже нету, не поливаете, не подкармливаете. А вот единственное, что нужно, защита от вредителей и болезней. Снова же смотрите, какая у вас температура, кто может регулировать температуру. Но в комнате или на балконе все равно используйте биопрепараты, потому что химия – это опасно для здоровья. И, кстати, присылайте мне вопросы, очень много сейчас на цветочных растениях, той же белокрылки, тли, будьте внимательны, не запускайте. Да, и клещ, очень много его появилось. Засушливая погода как раз способствует развитию этих вредителей. По комнатным цветам защищаем их. В саду собираем урожай. Зеленые операции проводим, причем на всех растениях.
а также проводим защиту от вредителей и болезней. Снова здесь зависимость от температуры воздуха. Есть у меня уже сообщение о том, что где-то уже холодно и температуры не соответствуют для биопрепаратов. Тогда в таком случае используйте другие препараты, которые у вас есть. Но снова же смотрите инструкцию, при каких температурах работают те препараты, которые вы покупаете. Вопрос очень важный зеленых операций. Именно в весах их можно проводить и на садовых, и на овощных, и на цветочных растениях. И это нужно сделать 12 и 13. На 14 не переносите. 14 знак стихии воды, и нельзя будет ни в коем случае проводить зеленые операции. Тем более сейчас очень много различных вирусов, вредители переносят эти вирусы и различные споры грибковых заболеваний. Будьте внимательны. Все зеленые операции проведите 12 и 13 августа. Далее очень важный момент, что мы ждали, потому что был перерыв, сбор урожая. Вот это да, приветствуется весами. Убираем, выкапываем урожай картофеля, убираем лук, чеснок, собираем фрукты, собираем овощи, которые поспели. И сразу же переходим к следующему пункту, это заготовки на зиму. Естественно, собираем картофель, готовим его к хранению. Собираем лук и чеснок, тоже должен выстояться, должен пройти процесс дозаривания, и затем тоже нужно будет укладывать на хранение. А вот то, что созрело, и вы хотите переработать, конечно же, нужно консервировать, варить варенье, компоты, джемы, нужно сушить, замораживать плоды, ягоды, все, что зеленые культуры, все, что созрело и что вы запланировали заготовки сделать на зиму, делайте, все очень хорошо получится и будет хорошо храниться. Весы покровительствуют этим делам. Также весы покровительствуют сбору семян. Причем не только цветочных, но и овощных, и садовых растений. То, что у вас уже семена созрели, собирайте в это время. Все очень хорошо, во-первых, качественные семена, во-вторых, они хорошо будут храниться и затем дадут хороший результат при всходах и потом в росте. Еще раз хочу поговорить о защите от вредителей болезней. Мы говорили о комнатных цветах. Сейчас хочу обратить внимание снова на этот момент, потому что многие уже отчаялись, многие уже просто-напросто решили, что все, уже осень скоро, вредителей уже никто не достанет их, томаты, огурцы. А именно в это время, в августе месяце, начинается просто массовый лед различных вредителей. Просто массово размножаются и везде и всюду мчатся в разные стороны, и ищут себе, конечно же, вкусности. А вкусности это листья, это плоды, это ягоды. Поэтому, пожалуйста, профилактические обработки, прошу, не забывайте о них. Итак, защита от вредителей болезней при температуре воздуха меньше 28 градусов. Используем любые препараты, но только в том случае, если у вас нету таких, допустим, фрукты уже собрали и не собираетесь собирать уже, если созревают плоды, овощи, ни в коем случае химией не пользуйтесь при любой температуре, потому что это все пойдет к вам на стол затем. Ну а потом ваши тела, и это болезни, это проблемы. Ну а если температура свыше плюс 30 градусов, то продолжаем работать биопрепаратами и настоями. Чуть-чуть чаще придется настоями чеснока, перца, но снова же, если плоды собираетесь собирать, что-то делать, кушать, заготовки, если вы будете горький перец использовать, то, естественно, это не очень хорошо. Поэтому будьте внимательны в этом плане, выбирайте то, что подходит для того, чтобы было безопасно для вашего здоровья. Вот это важные задачи, которые мы рассмотрели сегодня.
в знаке Весы при растущей луне с 11 по 14 августа. Авторы канала Раиса Горяченко и Александр Ворик желают вам удачи, хорошей уже благодатной погоды и хорошего времени для того, чтобы вы собрали то, что вырастили, и делайте заготовки, закладывайте запасы, фундамент для зимовки. Прощаемся с вами, всего самого доброго, до новых встреч на нашем канале.